Интернет-магазин SKKS представляем телефон, который называется Servo S10 Pro. Что это за телефон? Это бронированный телефон компании Servo. Данный телефон имеет авторские права, принадлежат немножко другой компании. Соответственно, все производители, которые не имеют права его производить, они не пишут свой логотип, но производят его. Вот, например, Servo делает эту модель. Мы уже показывали рекламное видео, как этот телефон противоударный выдерживает там все удары, падение, воду и тому подобное. Но особенность этого телефона в том, что он маленький, соответственно из этого выходят уже все его элементы. Давайте сравним этот телефон с чем-нибудь стандартным. Например, со стандартной кредитной карточкой. Вот видите, вот размер стандартной кредитной карточки, вот сам телефон. Вот, например, телефон стандартного размера и этот телефон. Померяем этот телефон. Для начала 5 сантиметров ширина, 9,5 сантиметров высота. Толщина этого телефона почти 1,6 сантиметра. Почему он такой толстый? Потому что здесь стоит батарейка явно больше, чем подобных телефонов других производителей. И это большой плюс. Производитель заявил, что здесь батарейка чуть ли не 2000 мА, что в принципе достаточно интересный показатель, как для телефонов такого размера. Видим, что здесь Type-C разъем. Зарядное устройство, которое идет в комплекте, оно идет с обычной вилкой, но идет переходник 1000 мА. И заряжаться такой телефон должен достаточно быстро, так как здесь экспресс-зарядка используется. Давайте посмотрим, что у нас происходит дальше. По бокам. В этом телефоне есть кнопочки плюс и минус, есть кнопка SOS, кнопка включения. С этой стороны разъем, есть PTT, то есть рация какая-то встроенная, ну, интернет-рация. Внизу находится разъем подключения для зарядки. Нету разъема 3.5, но через специальный переходник Type-C вы можете подключить себе наушники. Так, кнопка SOS, PTT рассмотрим. Вот разъем, заглушка. Везде, кстати, есть заглушки, так как он бронированный на резиночке. Здесь можно поставить сим-карту, 2 нано сим-карты, одну обычную мини-сим-карту, вторую нано, либо сим-карту и карту памяти. Это вот такой вот стандарт. Сам корпус полиуретана, не резиновый, а именно полиуретановый. Разборной, можно менять, 2 камеры, есть вспышка и датчик пальца. Кроме того, здесь присутствует NFC. Так, включим, посмотрим этот телефончик. Кнопка включения находится сверху, и она традиционно требует, надо придавить подольше, чтобы включилась. Для чего это сделано? Чтобы вы не включили телефон случайно в кармане. Стекло имеет увеличенную толщину, не продавливается. То есть противоударность и влагозащита. Кроме телефон небольшой. Конечно, идеально было бы, если бы это стекло было внутри немножко, здесь получилась бы рамка. Но так рамки нету. В принципе, это нехорошо с точки зрения ударов. Так. Заявлено оперативной памяти 3 гига. Вот видим модель S10 Pro, версия Android 6.0. Немножко устаревшая версия. Могли бы уже получше что-то поставить. Но есть Viper обновление, то есть можно будет обновиться по памяти. Памяти доступно 3 гига оперативной памяти, свободно 2,5. То есть прошивка занимает не больше 18%. Ну, те приложения, которые уже работают. Батарею мы уже зарядили. Ну, точно сказать, какая батарея, достаточно сложно. Но учитывая, что он заряжался от стандартного зарядного 2 часа, 1000 мАh зарядкой, то 2000 точно мАh, около того должно здесь быть. Так, есть бесконтактная оплата. Есть у нас в этом телефоне. Есть датчик пальца. Вот здесь он так интересно сделан. Да, вот видите, в разделе безопасности
есть рация PTT, ну она, ага, вот встроенной памяти, кстати, 32 гига, свободно 25 гиг. Рация PTT, Play Market, полная русификация, Google сервисы. Но насчет рации как-то у меня некое сомнение в активности этой кнопки. Думаю, что нужно устанавливать приложение и присваивать этой кнопке значение. Но насколько я знаю, интернет-рация она платная. Ну, пиратскую можно скачать приложение. Кнопка SOS. Кнопка SOS изначально тоже не задана. А нет, можно зажать. Мы можем что-то задать ей и присвоить ей некое значение. Ну, какой-то номер телефона, к примеру. Ну, так вот, в принципе, основные понятия в телефоне ясны. Единственное, что не нравится в этой модели, я уже сказал. То есть мне лично не нравится переднее стекло, которое не утоплено вниз, для того, чтобы при падении была рамка и не разбивалась. Поэтому у меня есть сомнение, что телефон не разобьется. Насчет воды, думаю, не нырять с ним не можно. Но лужа помыть, думаю, проблем не должно возникнуть. И следующее, по батарее, по толщине все окей. За камеру, ну, здесь не может быть суперкамера, но в принципе, я думаю, что камера достойная, как для такого аппарата, особенно учитывая конкурентов. Они заявляют здесь 13 мегапикселей, 8,5, и ISO позволяет до 1600. То есть, в принципе, достаточно приличные параметры камеры, как для такого аппарата. И мне кажется, вообще это лучшая камера с подобного рода размеров телефонов. Ну и следующим важнейшим недостатком считаю цену этого аппарата. Стоит он, конечно, дорого, как для своего вида. Данный аппарат стоит больше $100, 3 гига оперативки, но из-за размера именно такая цена. Ну что же поделаешь, приходится платить, чем меньше, тем дороже. Кто бы мог подумать. Спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, если интересно. Пишите, лайкайте, дизлайкайте. Будем рады всему. До свидания.